Воу, друзья, а я вам сегодня презентую подборку ноутбуков. Давно не было. А знаете почему? Потому что, во-первых, на вот таком вот огромнейшем интернет-магазине Телемарт будет огромная акция. Не акция, а распродажа с ценами, которые можно сравнить только с ценами на Черную пятницу. Это во-первых. Во-вторых, Телемарту 14 лет, а это один из самых старых и самых проверенных и надежных магазинов по продаже ноутбуков, компьютеров, вообще компьютерной техники, да и бытовой техники. Там, я в частности там когда-то покупал телевизор, и специально вам вот в честь вот этой вот распродажи по хорошим ценам я презентую ноутбуки. Какие ноутбуки? Объясню. Дело в том, что ноутбуки бывают игровые, а бывают очень неигровые, но люди говорят, мне для работы, но чтобы можно было еще во что-то поиграть. Вот такие я тоже сегодня в подборку включу. Вот специально очень-очень дешево, но чтобы там вот хоть какая-то нормальная видеокарта была. Это, кстати, вот ваша конкретно просьба, поэтому будем сегодня с этим работать. Все акции, которые вот будут с 1 по 15 сентября, они будут отражены на главной страничке. Ссылку разместил в описании под видео. Заходите, там очень много всего. И плюс там, знаете, что еще? Там будет у них, вот сейчас покажу, очень классная тема, будет онлайн-турнир Dota 2, очень классно, с классными призами. И лучше всего, конечно же, следить за вот этими вот всеми акциями в телеграм-канале самого Телемарта. Советую тоже пойти и подписаться. Вот, пожалуйста, сейчас я вам телеграмчик покажу. Вот он, смотрите, телеграмчик. Здесь вот есть как раз про турнир Dota 2 будет проходить с 1 по 15, регистрация с 26 по 31. Нет. Ну, регистрация кто прошел, этот ролик выйдет после 1 числа, конечно же. Тут очень много всего интересного. Кстати, слева видели, сколько ресурсов Технозон, поэтому тоже можете на Технозончик подписываться. В описании под видео все ссылки. А мы с вами поехали. Начнем мы с очень-очень дешевого ноутбука, 25 тысяч. Вы можете, конечно, сейчас сказать, что это не дешево, 25 тысяч, 24 999 гривен. Кстати, ссылки на все эти ноутбуки по классным ценам закинул вам в описании под видео. Там действительно ссылки, вернее, вот с 1 по 15 там будут цены. Вот идете по ссылочке, смотрите, там цены просто шик. А еще, кстати, подписывайтесь на наш канал, конечно же. Слушайте, смотрите, это Acer Aspire A5, A515 57G. И знаете, что самое интересное? С учетом того, что здесь очень бюджетный энергоэффективный процессор Intel Core i3-1215U, который до 4,4 ГГц 6-ядерный, у него 512 гигов SSD, 8 гигабайт DDR4, да, 8 гигов базовой памяти на DDR4. У него стоит видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2050. И, кстати, вот на этом во что-то можно поиграть. Кстати, в ту же самую Доту погонять можно, Hearthstone, в CSGO можно поиграть, вообще без вопросов. И, что самое интересное, его вес всего лишь 1,8 килограмм, с учетом того, что он еще и 15,6 дюймов на Full HD матрице. 6 ядер, 8 потоков, 10 гигабайт кэш третьего уровня, дискретная 4-гиговая видеокарта на GDDR6, IPS-экранчик с матовым покрытием. И знаете что? У него есть даже Wi-Fi 6. Конечно же, у него есть камера для каких-то стандартных коммуникаций. И хватает батареи приблизительно на 8 часов. Но, конечно же, не игры, а работа. Играть на батарее на таких ноутбуках это будет там, 3-2 часа активной игры. Тут уж как посмотреть. Но, чтобы вы понимали, в танки на этом можно играть. В танки, пожалуйста, играйте дешево, сердито. Для работы базовый 25 тысяч с базовой какой-то видеокартой уровня RTX 2050. Слабовато, но во что-то поиграть можно. Таким ноутбуком тоже есть место в нашей жизни. Следующий ноутбук, про который я хотел бы вам рассказать, это Asus TUF. И я не знаю, многие знают, что я большой приверженец Asus. Кстати, этот обзор я тоже снимаю на, вот, пожалуйста, это Asus VivoBook Pro с RTX 3050. Это, кстати, относится он к серии NVIDIA GeForce RTX Studio. Кстати, 15,6 дюймов, и он уже на AMD Ryzen 5 7535HS до 4,5 ГГц 6 ядер. У него терабайтничек NVMe SSD стоит, RTX 3050 вот такого уровня, как у меня здесь, 16 гигов DDR5, и он очень неплох. Очень неплох, я вам скажу, в плане того, что вы на нем сможете поиграть не только, допустим, там Hearthstone, танчики, в доту, вы сможете уже здесь погонять и в PUBG нормально.
Вы сможете даже Киберпанк на низких настроечках поиграть, каких-то нижне-средних. И достойный ноутбук за его деньги, потому что стоит он всего лишь 35 тысяч гривен. А что за процессор? AMD Ryzen 5 7535HS, это 6 ядер, 12 потоков, 16 мегабайт кэш третьего уровня, дискреточка 4 гигабайтная на GDDR6 3050. У нас 144 герцовый экран, на секундочку, за 35 штук вы имеете 144 герца экран. Яркость, стандартная яркость 250 кандел на метр. Кстати, память у нас 5,6 ГГц с частотой памяти. И PCI NVMe Express, PCI Express NVMe 4.0 M2 на Wi-Fi 6 с Bluetooth 3, с Bluetooth 5.3. Кстати, у него, знаете что, 48 ватт-часов батарея трехячеистая. Знаете, что я вам скажу? Дело в том, что такой батареи на этом A-суставе будет хватать на уверенных 5-6 часов работы. Но именно работы, опять же, играть на батарее так милое дело. Следующий ноутбук, это у нас уже 17,3 дюйма, один из моих интересных таких фаворитов в низком бюджете, потому что за такой ноут, за 17,3 дюйма, это действительно низкий бюджет. Intel Core i5 12500H, 4,5 ГГц, 512 гигов SSD NVMe, 16 гигов DDR4, и здесь уже видеокарта стоит 4050 RTX. То есть, если брать, допустим, между этим и этим, то я бы выбирал бы уже гигабайт. Хотя многие жалуются на гигабайт по качеству, не знаю, сидел одно время на гигабайтах, проблем не было. 12 ядер, 16 потоков, 18 мегабайт кэш третьего уровня, 6-гиговая на GDDR6 RTX 4050, у которой есть GPU Boost Clock до 2130 МГц. Это уже можно относить к таким начального уровня игровым ноутбукам, потому что, по сути, вот эти, A-сустав игровой хорошо, а вот этот Acer Aspire его трудно назвать игровым. Он изначально не является игровым, он просто ноутбук, у которого есть какая-то видеокарта базовая. 144-герцовый дисплейчик, вот этот самый 17,3 дюйма. И что самое интересное, у нас здесь уже Wi-Fi 6E 6 гигагерцовый. А батарея, конечно же, увеличенная 54 ватт-часов. Тут уж делается поправочка на экранчик в 17,3 дюйма. Очень неплохой вариант получился. И тут уже на 4050 тоже вы можете играть практически во все игры, только, конечно же, не на максималках. Хотя в PUBG на максималках вы здесь спокойно получите там 60 FPS своих железных. Вот PUBG на максималках я пробовал, на 4050 отлично идет. Поэтому очень сильно рекомендую. Следующий ноутбук у нас Asus ROG Zephyrus G16. Не тот, на который я делал обзор на какой-то мега-монстр, на RTX 4090, на Intel Core Ultra. Здесь Intel Core i7 12700H, неплохой процессор 14,7 ГГц. Я вам объясню, почему неплохой процессор. Я вам сейчас покажу одну вещь. Потому что я сижу примерно на такой же конфигурации, только у меня 13700H, но разница в производительности не сильно отличается. Здесь тоже RTX 4050, 16 гигов DDR4, IPS матрица, 16-дюймовая, кстати, у Zephyrus. Сами по себе Zephyrus имеют, зефиры я их называю, обалденный дизайн, они тоньше, чем, например, те же самые Strix, у них интереснее экранчик, зачастую здесь разрешение это 2560 на 1600, нестандартное. У нас 14 ядер, 20 потоков, 24,5 мегабайта кэш третьего уровня до 4,7 ГГц. Тут уже можно говорить про ROG Boost, потому что это ROG серия, да? Видеокарточка 4050 6-гиговая до 2405 МГц на 120 ваттах. И это уже можно там во что-то действительно нормальное поиграть. 240-герцовый экран и действительно вот экран 500 кандел на метр. Вот в Zephyrus всегда экран был крутой. Всегда. DCI P3 100% покрытия. G-Sync подходит он и для работы с графикой, для работы с фотографией. Ну и батарея 90 ватт-часов, 4-ячеечная, она просто жесть какая-то. И будет он держать достаточно неплохо. Опять же, не в режиме игры, но цена уже 58 тысяч гривен. А на первом месте, вот я знаете, как себе выделил на первом месте, у меня 3 ноутбука. 3 ноутбука на 4070 видеокарте, но на разных процессах. И почему я вот выделил это первое место? Я просто хотел бы немножко интерактивно от вас получить обратную связь. Вот кто бы что выбрал? Объясню. Гигабайт Aorus 17, BSF-ка, 17,3 дюйма, 2560 на 1440 на IPS экране, 16 гигов DDR5 базовой памяти, Intel Core i7 13620H до 4,9 ГГц. Терабайтничек SSD RTX 4070 для ноутбука, весит 2,8 кг, такой увесистый, да?
Смотрите, проц 10 ядер, 16 потоков, 25 мегабайт кэш третьего уровня, 8 гигабайт память, видеопамять GDR6 и у нас уже GPU Boost Clock до 2175. Экранчик 240 Гц, 100% покрытие с RGB, это очень хорошо. И у нас два слота для памяти, можно расширить до 64. Есть DisplayPort, 6E Wi-Fi, все классно, PCI Express NVMe 4.0, у нас PCI Express 4.0 NVMe стоит, все это быстро, но стоит он, допустим, сейчас его нету, он должен, кстати, появиться. Он должен появиться, ребята, он должен появиться на распродажу. Идем смотрим. Но стоит ли его покупать с учетом того, что есть, например, TUF Gaming 16 за 75 тысяч гривен. Тоже на GeForce 4070, но уже на AMD Ryzen 9 7845HX. Я очень хорошо знаю этот процессор. Я работал с этими процессорами до 5,2 ГГц. Здесь у нас терабайтничек SSD-шечка, 2,7 кг, 2,27 кг. Он легче. А теперь смотрите, 12 ядер, 24 потока против вот это вот 10 ядер, 16 потоков, 65 мегабайт кэш третьего уровня, та же самая 8 гигабайт GeForce RTX 4070, у нас 165-герцовый экранчик с яркостью 400 кандел метр квадратный, с RGB 100%, G-Sync, можно расширить память до 32 гигов, Wi-Fi 6, и 90 ватт батарея. Ребят, вот Asus TUF просто в данном случае это просто топчик за 75 штук гривен, потому что если брать уже на ROG серию там какую-то, она будет стоить конкретно больше сотки. Но на первом месте вот еще один ноутбук, это у нас Acer Predator Helios Neo 18. 18-дюймовый. Intel Core i7 14700 HX до 5,5 ГГц, 32 гигабайта базовой памяти, да, стоит 88 штук гривен. Ну, у нас, опять же, тот же самый RTX, но здесь, смотрите, проц, 20 ядер, 28 потоков, 33 мегабайта кэш третьего уровня, 8 гигабайт, само собой, видеопамяти, GPU Boost Clock до 2080 МГц и, смотрите, экранчик 165 Гц, 100 покрытия DCI-P3, G-Sync, ну, DDR5, Wi-Fi 6. Вот, и, кстати, тоже батарея литий-ионовая на 90 ватт-часов. Смотрите, что мы имеем в сухом остатке. У всех трех ноутбуков 2К плюс экран. Ну, здесь 2К плюс, здесь чистый 2К на 1440 IPS. Здесь просто соотношение сторон. Здесь 16:9, здесь 16:10. 16, 17,3 и 18 дюймов. Intel Core i7, два Intel Core i7, только один 13-го поколения, другой 14-го. Памяти у этого 16, у TUF, но можно расширить. У этого тоже 16, у этого 32 базовый. И цена у них, ну, там плюс-минус гуляет, конечно. Здесь цены пока нет, посмотрите в описании под видео. Что бы взяли бы вы, вот именно на RTX 4070? Я вам скажу свое мнение. Я брал бы Asus TUF 16-дюймовый, ставил бы под него еще один мониторчик, докидывал бы на него до 32 гигов еще две планки, 2 по 16 планки памяти. И вот в таком варианте я бы им пользовался именно на Ryzen, на 7845. Напишите, пожалуйста, кто бы что выбрал. Либо брать, допустим, Core i7 13, либо ну, Core i7 13600, либо 14700, либо Ryzen 9. Для меня вот этот вот Asus был бы класс, хотя Acer Predator мне бы очень понравился. Я вот прям Acer Predator, я когда-то сидел на Predator'ах очень долго, и еще RTX 2070 был, и у меня вообще никаких вопросов к нему не было. Поэтому ссылки я вам разместил в описании под видео, специально для вас сегодня снимал эту подборку, и с вами был Бабу, вот на канале Технозон, пока.